Всем привет, любители двухколесных! С каждым годом мотоциклы получают все больше новшеств как в оснащении, так и в дизайне. Причем благодаря китайским производителям все это стало доступно и в совсем бюджетных классах. Однако существуют, как многие любят говорить, настоящие мотоциклы, которые стоят особняком. И это, конечно же, бессмертная классика. В сегодняшнем выпуске я представляю вашему вниманию 10 самых больших классических мотоциклов, которые продаются новыми в 2024 году. Открывает топ очень интересная модель, которая немножко не дотянула до литра – Kawasaki Z900 RS. Мотоцикл хоть и построен на современном Naked Z900, он имеет очень приятный и гармоничный классический дизайн. Перенастроенная рядная 948-кубовая четверка от Street Fighter здесь выдает чуть меньше мощности – 111 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 216 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды. Максимальная скорость 240 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. У себя на родине Z900 RS стоит 1 миллион 562 тысячи йен. Это 10 600 долларов или 970 тысяч рублей. На девятом месте современная классика в стиле Neo Cafe Racer Honda Hawk 11. Мотоцикл построен на единой платформе с Africa Twin, поэтому оснащается той же рядной 1084-кубовой двойкой, которая выдает 102 лошадиные силы и 105 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 214 кг. В угоду дизайна бак вмещает всего 14 литров топлива. Средний расход заявлен как 4,7 литра на 100 км. Honda Hawk 11 предлагается только на внутреннем японском рынке по цене от 1 миллиона 397 тысяч йен. Это примерно 9,5 тысяч долларов или 870 тысяч рублей. На восьмом месте Honda CB1100, которая сегодня в Японии продается по сниженной цене в двух версиях. Обычная EX за 1 миллион 362 тысячи 900 йен, это сейчас 9250 долларов или примерно 850 тысяч рублей. И топовый RS, за который уже просят 1 миллион 403 тысячи 600 йен или 9,5 тысяч долларов, что по нынешнему курсу примерно 870 тысяч рублей. Мотоцикл оснащается довольно редким на сегодняшний день рядным 4-цилиндровым двигателем воздушно-масляного охлаждения объемом 1140 кубических сантиметров. Силовая установка выдает 90 лошадиных сил и 91 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 255 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход топлива заявлен в 5,5 литров на 100 км. На седьмом месте обновленный теперь BMW R1290. Его двухцилиндровый 1170-кубовый боксер с воздушно-масляным охлаждением выдает 109 лошадиных сил и 116 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость свыше 215 км в час. При этом сниженная масса мотоцикла 220 кг. Средний заявленный расход 5,1 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров. Высота по седлу 795 мм. За базовый BMW R1290 сейчас просят 17 410 евро. Это 1 миллион 725 тысяч рублей.
Далее идет британская четверка, из которой самым классическим большим мотоциклом является, конечно же, Triumph Bonneville T120. Он вдохновлен легендарной моделью компании 1959 года и стилизован под культовые черты оригинала. Мотоцикл оснащается рядной 1200-кубовой двойкой, которая выдает 80 лошадиных сил и 100 ньютон-метров крутящего момента. А средний расход по заявлению производителя составляет всего 4,7 литра на 100 километров. Бак вмещает 14,5 литров, снаряженная масса 236 килограмм. Цена за нестареющую классику составляет минимум 11 795 фунтов стерлингов. Это 15 тысяч долларов или 1 миллион 380 тысяч рублей. Этот же двигатель британцы установили и на вседорожную классику Triumph Scrambler 1200. В этом варианте силовая установка выдает 90 лошадиных сил и 110 ньютон-метров крутящего момента. Мотоцикл имеет две версии: базовую X с официальной ценой в 12 300 фунтов стерлингов, это 15 700 долларов или 1 миллион 440 тысяч рублей, и более внедорожную версию XE за 17 500 долларов или 1,6 миллиона рублей, которая отличается удлиненным алюминиевым маятником, более широким рулем и высотой по седлу в 870 мм, плюс подвеска имеет больший ход 250 мм спереди и сзади. Средний заявленный расход топлива 4,6 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров. В боевом состоянии мотоцикл весит 230 кг. На четвертом месте Triumph Speed Twin 1200 в более современном классическом стиле. Здесь такая же рядная двойка, как и у Scrambler 1200, выдает уже 100 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни Speed Twin при сниженной массе в 216 кг разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость 210 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,8 литра на 100 км. Бак вмещает 14,5 литров. Высота по седлу 809 мм. Цена на официальном сайте такая же, как и у T120. 11 795 фунтов стерлингов, это 15 тысяч долларов или 1 миллион 380 тысяч рублей. На третьем месте самый мощный из британской классики Triumph Truxton RS. Кафе рейсера обладает уже знакомой рядной двойкой объемом 1200 кубиков, которая здесь выдает 105 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни байк разгоняется за 3 секунды, максимальная скорость составляет 230 км в час. Средний заявленный расход 4,9 литра на 100 км. Сухая масса мотоцикла 197 кг. Бак вмещает 14,5 литров топлива. Высота по седлу 810 мм. Цена на официальном британском сайте 14 200 фунтов стерлингов. Это 18 тысяч долларов или 1 миллион 660 тысяч рублей. По объему двигателя британцев обошла китайская модель Brixton Cromwell 1200, которая является точной копией Triumph Bonneville T120. Мотоцикл был построен в компании Gaakin, поэтому второе его название GK 1200.
Мотоцикл оснащается рядной двойкой жидкостного охлаждения объемом 1222 кубических сантиметра, который выдает 83 лошадиные силы и 108 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до 100 Брикстон не указал, однако все остальное почти под копирку, как у Т-120, который, кстати, до 100 разгоняется за 3,8 секунды. В снаряженном состоянии Кромвель весит 235 кг. Заявленная максимальная скорость 198 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,6 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров. Цена на официальном сайте 11 тысяч евро, это 1 миллион 100 тысяч рублей. Версия Scrambler Cromwell 1200X стоит дороже на 500 евро. Ну и на первом месте, конечно же, легендарная бессмертная классическая модель всех времен и народов Honda CB1300 Super 4, которая периодически лишь получает новые расцветки. Мотоцикл обладает неубиваемой 1284-кубовой четверкой, которая выдает 113 лошадиных сил и 112 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 266 кг CB1300 с паровозной тягой от 0 до сотни разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,8 литра на 100 км. Бак вмещает 21 литр. Сегодня за эту мечту для многих у себя на родине просит 1 миллион 562 тысячи йен. Это 10 600 долларов или 970 тысяч рублей. Более чем гуманный ценник для японцев. Если же его притащить к нам, то цена будет явно уже около 2 миллионов рублей.